Сегодня мы с вами на Филиппинах, в Маниле. Находимся в районе Квезен. Это не центральный район. Из него люди едут вот на таких автомобильчиках, которые называются джипни, в центр города или в другие районы, где они работают. Именно в таких районах живут многие девушки, которые встречаются с иностранными туристами для того, чтобы провести свое время, заработать денег, а может быть, получить какую-то перспективу выйти замуж и свалить из этой страны. Потому что свалить из Филиппин мечтает практически каждая девушка, которая живет там. Потому что они считают, что в этой стране живется плохо, бедно, бесперспективно, а где-то там, вдали, за рубежом, живется хорошо, безоблачно, всегда будет много денег, всегда будет интересно и всегда будет счастье в этой жизни. Узнаете? Почти так же думают любые девушки в любой другой стране. Каждая считает свою страну самой плохой. И каждая думает, что иностранец – это обязательно миллионер или сказочный принц, который вытащит ее из нищей и скучной жизни. И вот такие девушки одевают лучшую одежду, садятся на такой джипни и едут туда, где назначена встреча. Встреча с иностранным туристом. Иностранные туристы тоже действуют не очень честно. Каждый из них представляет себя как великого бизнесмена, который имеет много денег и случайно заехал на Филиппины, и случайно снял плохой отель, и случайно здесь оказался. А на самом деле у него там сказочный дворец, куда он может пригласить эту замечательную девушку, и она там будет счастлива. То есть каждый ведет свою игру. И каждая игра имеет свои правила. Девушка сочиняет, что она такая хорошая, покладистая, добрая, а мужчина сочиняет, что он такой богатый, добродушный, и именно к ней испытывает необычайно высокие чувства. И вот мы уже в центре. Это Манила-Бэй, то есть набережная Манилы и магазин Mall of Asia. Известный магазин с известным парком, в котором можно и днем, и ночью хорошо провести время, поесть, погулять, посмотреть на закат, подышать свежим воздухом и приятно провести время с любым человеком. Чаще всего свидания назначаются в таких парках. Для того, чтобы можно было не просто поговорить, а куда-то пойти, где-то погулять и где-то провести время. И вот это место самое подходящее для этого. Это центр города, район Макати, Манила-Бэй. Место, где есть аттракционы, где есть кафе и где можно хорошо провести время. А если необходимо, можно что-то и купить, потому что огромный супермаркет находится здесь же рядом. Не удивляйтесь, если ваша девушка, с которой вы познакомились полчаса назад, вдруг скажет вам, что у нее чего-то нет, ей как раз нужно срочно купить, а денег у нее с собой тоже нет. Это обычная разводка, которая приводит к тому, что добродушный иностранный турист ведет ее в магазин и покупает то, что она попросит. А просит она все, что угодно. Может попросить косметику, одежду или что-то еще. А может попросить и просто денег, на которые она сама потом себе что-нибудь купит. И вот мы встречаемся с первой знакомой. Эта девушка рассказывает вам, что она живет с дочерью 6 лет. И ей нужно об этой дочери заботиться. У нее нет постоянной работы. Поэтому она ищет любой заработок. Она может встречаться и ночью, и днем, и провести время с тобой сегодня или завтра. Она рассказывает, что покинула свою семью и живет одна. Родители очень далеко. Брат о ней не заботится и содержит своих детей. Поэтому она вынуждена сама зарабатывать себе на жизнь. Она рассказывает свою историю очень искренне, очень правдиво. Но на самом деле, ей интересна ваша реакция, насколько вы проникнулись ее проблемами
И сколько времени и денег она может от вас получить. Это нормально. Это типичный вариант общения с девушками на Филиппинах. А следующая встреча была еще интереснее. На встречу пришли сразу две девушки. Она пришла сама и привела свою сестру. Вы видите рядом фотографию, которую она размещает на сайтах в интернете. Фотография немножко отличается от ее внешности, но это нормально, потому что фотографии чаще всего не соответствуют тому, что есть на самом деле. А вот эта девушка рассказывает, что она знает этот район, в котором находится, но сюда очень далеко ехать, поэтому она истратила много денег и хотела бы их вернуть. А при этом она делает комплименты, что сегодня она здесь пьет этот приятный коктейль. Но хотела бы сходить еще и в кафе, которое здесь недалеко. Если есть просьбы, говорит она, то попроси меня, и я это сделаю. Потом она рассказывает, что тут она со своей сестрой и планирует, напоминает еще раз, сходить в кафе. Это было бы очень хорошо, говорит она. Это было бы замечательно, что мы так провели вечер. И заранее благодарит, говорит большое спасибо. Вот такая милая беседа, незатейливая и прямая, происходит с девушками в городе Манила на Филиппинах. А следующая встреча была еще интереснее, чем предыдущие две. И вот встретились вечером в приятном парке, который находится на набережной Манилы, с девушкой, которая приехала на собственном джипе. Это не бедная девушка, она из богатой семьи. Ее фотография также немножко не соответствует тому, что есть на самом деле. Но мы уже к этому привыкли и воспринимаем это как элемент местной экзотики. Вот эта девушка и вот ее фото. Она веселая, жизнерадостная. И в шутку говорит следующее. Ты хочешь меня снять? Очень хорошо. Но ты мне заплати, пожалуйста, за мою съемку. Это нормально, я же ведь снимаюсь в твоем фильме. И вот девушка, которая сразу начинает вести деловые разговоры. Она не бедная, она не нуждается, но такая здесь традиция – разводить приезжего человека на деньги. Когда вам рассказывают, что местное население очень добродушное, это правда. Филиппинцы очень добродушные, они всегда улыбаются, всегда счастливы и всегда довольны. Но когда вам рассказывают, что местные девушки просто так с вами будут гулять, потому что вы такой замечательный, красивый и неповторимый, вот это уже неправда. Потому что просто так они гулять с вами не будут. Они вас разговором прощупают, узнают, насколько и что вы можете, и когда узнают ваш уровень доходов, начнут вас доить. То есть просить то, просить другое, просить третье. Но при этом будут мило улыбаться и рассказывать, какой вы замечательный, как с вами хорошо, насколько она прекрасно провела свое время, и постараются извлечь из вашей с ней встречи максимальную пользу.